Представители знака зодиака Девы. Девы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, события до конца июля. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. И нужно сказать, что июль словно не просто делит пополам лето, он делит пополам и год, и где-то эпохальность какая-то присутствует за счет планетарных событий. Да, конечно, у нас еще в марте Сатурн вошел в знак Рыбы, а Сатурн это у нас планета, провластная планета, порядка какого-то, структуры. И уже такая прелюдия к тому пошла, что будет этот самый порядок в нашей жизни меняться. Не будет, как прежде. И вторая планета Юпитер, хоть ее и называют планеты большого счастья. Но вот увеличивать все может, безусловно, эта планета. Входит в знак Тельца. Вошла, точнее, в конце мая это уже произошло, и это тоже где-то с пониманием какой-то структуры и порядка, значение это присутствует, будет что-то отстраиваться в последующие периоды. И это, безусловно, не один месяц, и это не в течение одного года. То есть предпосылки уже определенные сложились. И вот в середине июля, хотя я должна сказать, что Марс 10 числа как раз в вашем знаке уже вошел в ваш знак, но эта планета более быстрая, но она как раз в плане нашего эго, в хорошем смысле, самовыражения для вас призвана, наверное, дать вам прочувствовать какие-то свои планы или не наступая на горло собственной песни, а вот что я хотел бы осуществить или чего моя душа просила. Вот это очень свойственно тем энергиям, которые как раз продолжают у нас свою трансформацию, а тем самым влияя на нас. Что я имею в виду? Кармические узлы, безусловно. Теперь на 1,5 года, до января 2025, это у нас будет Овен и Весы. И вот 18 июля смена лунных узлов. И если мы говорим, что лунные узлы есть лунный узел северный и есть южный. И северный это как бы то направление, тот вектор, куда мы стремимся. И он у нас будет находиться в знаке Овен. Вот как раз к той энергии Овна будут складываться все тенденции, а Овен это у нас отстаивание в первую очередь собственных позиций, какой-то своей индивидуальности, свобода сама по себе, свобода самовыражения и свобода выбора, безусловно. Это ключевые слова. Есть какая-то импульсивность по Овну, не без этого. Есть, может быть, и быстрое принятие решений, но с другой стороны есть опять же какое-то но, вот такая где-то нетерпимость может спровоцировать конфликты, и ведь это влияет не только на каждого из нас, это еще и более такое масштабируемое влияние, когда вообще процессы в обществе могут быть, в социуме, когда каждому из нас захочется где-то самовыразиться любым путем. И если мы говорим проигрывающая сила, это южный узел или это знак Весы, а Весы это у нас гармония. Нам всем будет не хватать где-то дипломатии или установить вот какие-то гармоничные отношения, потому что мы стремимся именно больше к самовыражению. Есть не мы, а есть такое слово «я». И вот эта самодостаточность, это прекрасно, но у каждой из нас будет это понимать как-то немножко по-своему, и поэтому нужно быть психологически готовым к каким-то сюрпризам, как со стороны людей, так и в крупном более масштабе неожиданные действия, неожиданные события, где-то которые с элементом агрессии могут быть. Поэтому мы себя, безусловно, сохраняем, будем осторожными и исключаем какой-то риск. Вторая половина июля, 23 числа, у нас Венера, которая сейчас находится в знаке Льва, меняет свое движение на ретроградное. И могут возвращаться какие-то вопросы из прошлого, как люди из прошлого или ситуации. Мы думали, что мы их закрыли, а нет. Тут что-то нам либо доделать придется, либо, может быть, какой-то сыграть последний аккорд. 23 числа у нас еще будет одно событие. Если 19, точнее 22, но это проигрывается, как правило, за неделю раньше. Что я имею в виду? 22 числа Солнце входит в знак Льва. Солнце– планета-управитель Льва. И к ней все бы ничего, но к ней присоединяется черная луна или Лилит.
это какое-то зазеркалье, это то, что дремало в нас, то, что ждало своего какого-то часа, а здесь может вырваться наружу. И это всегда какое-то искаженное восприятие или, может быть, преломление реальности. Или это, знаете, когда тайное что-то становится явным. Или, опять же, какой-то импульс. И многократно усиленный, потому что энергия Солнца, энергия Льва сама по себе горячая, страстная, импульсивная. И поэтому вот какие-то соответственные такие события, которые могут проигрываться для конкретных персонажей, то есть для каждого человека, так и в каком-то общем масштабе, они тоже нам могут приносить какую-то турбулентность. Так если Лилит присоединяется к Солнцу где-то, то 23 числа Лилит еще и присоединится к Меркурию. И Меркурий у нас отвечает за информацию, поэтому какие-то фейки или какая-то ложная информация, или сама по себе, как хаос информационный, понимаете, вот такая ситуация сложная, когда утром пришла одна новость, в обед другая, вечером вообще непонятно что. Вот где-то в этой турбулентности нам придется уметь плавать, нам придется включиться в какие-то новые правила игры. Кто знает, может быть, это будет партия в шахматы, а может быть и игра в покер. Мы не знаем. И надо сказать, еще и платежные системы по Меркурию, я имею в виду уже с финансами, все, что связано, тут тоже будет в таком пристальном внимании. Почему? Потому что, опять же, если к Меркурию присоединилась та самая Лилит, могут быть, как, знаете, мошенники, которые какое-то время выстраивали свои сложные схемы для того, чтобы... Мы их ведь не видим, правда, часто. Мы даже не думаем в этом направлении. А вот тут как раз есть возможность потратить деньги или каким-то образом словно их слить, их лишиться. Поэтому будьте аккуратны, не переходите по каким-то непонятным ссылкам. Может быть, не переходите, не открывайте в вашей почте какие-то предложения сомнительные или не участвуйте в азартных играх, или не поддаваться на уговоры какие-то такие мутно непонятные. Это все будет для нас очень важно. Это все, в принципе, про самосохранение. Ведь этот период, он ведь не закончится в июле. Мы где-то словно новую стратегию, тактику для себя должны отстроить. Прежде чем мир приобретет какую-то логическую цепочку развития событий или отстроится новый порядок, нам придется жить вот в таком информационном хаосе или тех реалиях, которые быстро меняются, и от нас это тоже потребует быстро, может быть, сориентироваться по обстановке, увидеть, что есть на самом деле по факту, и уметь слушать, что немаловажно, свою интуицию. Ну, давайте, мои дорогие девы, посмотрим, что думают карты Таро. Надо сказать, не всегда Таро-прогнозы совпадают с астрологическими прогнозами, порой вообще диаметрально противоположны. Но я надеюсь, вот как раз ваше шестое чувство поможет провести правильные параллели и, применив к себе, к своим каким-то задачам, какие вы планируете, к той обстановке, которая вас окружает. И вы сможете какую-то себе подсказку использовать во благо. Итак, что придет? А что уйдет? Может быть, что-то у нас закончится. Чем дело кончится? Чем сердце успокоится? Что от меня скрыто? И мы достанем 3 карты, это будут как события до конца июля. Может быть, их будет 3, а может быть, одно. Но какие-то энергии нам подскажут. Итак, что придет на мой порог? Переезд придет буквально, смена работы придет, смена сферы деятельности, смена вообще, может быть, вашего какого-то вектора направления, с учетом еще, что Марс вошел в ваш знак 10 июля, а плюс еще смена кармических узлов, которые нас вообще как будто перенаправляет совершенно в другом направлении. Вот само по себе это направление, но по этой карте правильное направление, мои дорогие девы, это карта заслуженного успеха. Она, кстати, предполагает, что мы какой-то период словно идем в темноте, но нам помогает именно вера в наши собственные силы, мужество, когда у нас хватает шагнуть, может быть, в какую-то темноту, пустоту, или без каких-то гарантий мы начинаем новый проект, но внутри мы как будто себя знаем, что первое, нам очень хочется этим заниматься, а второе, может быть, как подсказка
связки нашего шестого чувства у меня получится. Вот эти качества, они как никогда для нас будут полезны. А у кого-то это может случиться вполне, когда я работал, допустим, в организации, а тут я буду работать удаленно, может быть. Или буду работать сам на себя как-то. Или посредством интернета открою интернет-магазин, может быть, да. Или какая-то работа, которая сама по себе с переездом, с поездками, командировками будет связана. Или я начинаю учить языки, я готовлюсь к переезду очень далеко. Вот совершенно любая ситуация есть по этой карте, как и изучение чего-то нового. И когда мы открыты миру, ну и элемент перемещения тоже есть. И для кого-то из вас это может проиграться так, что вы начнете собираться даже в ту местность, куда прежде, ну, мысли не было переезжать. Вот, может быть, как обстоятельства так складываются и вынуждают вас рассмотреть какие-то совершенно альтернативные варианты. Но нам уже говорят, обещан вам, мои дорогие девы, успех. А что уйдет? Что завершится? Вы знаете, мы какой-то можем, условно, от какого-то проекта можем отказаться. То, что даже мы, может быть, к примеру, какая-то была предложена вам должность или работа, и вы уже как бы начали что-то, а, в последний момент вы можете прийти к выводу, что нет, это повторение чего-то пройденного. Или я не вижу, не чувствую какого-то своего интереса. Душа моя просит другого. И я вот это окончательно завершу. И все-таки я пойду в том направлении, которое я хочу осуществить. И даже несмотря на то, что, кстати, по этой карте нам могут обещать какие-то деньги, какое-то продвижение, еще какие-то перспективы, мы можем от чего-то отказаться в пользу совершенно другого. По сути дела, это смена направления. Это не есть сам по себе отказ, а это какой-то выбор у вас будет. И знаете, будут и поддержка, будет и как будто тоже финансовое продвижение. Это вот все где-то добавляет значение карты шестерки мечей. Даже если мы в самый какой-то последний момент или в последний вагон уходящего поезда словно запрыгиваем, и у нас получится осуществить что-то новое. Безусловно, что-то словно завершается, есть цикличность по этой карте. И мы уже одной ногой переступаем какой-то порог, и мы уже в будущем. То есть вы знаете, что вы будете делать и в каком направлении вам двигаться. Чем дело кончится? У кого-то это может быть личная жизнь. По этой карте нам не говорят о каком-то завершении. По кубковым картам двора проходят часто наши супруги. И неважно, что у нас королева, тут может и супруг проиграться, или какая-то вот именно ваша история через ваше взаимодействие, личная история, но дело кончится, может быть, если мы говорим про переезд, то переезд с любимым человеком или со своей семьей. Тут вот может быть и такой вариант, а для кого-то это может означать семейный бизнес или ваш какой-то общий проект. Вполне вероятно. Может быть, это какое-то окончательное решение по тому, что вот вы принимаете, либо связанное с переездом, либо, может быть, даже с вашей работой. Вы будете обсуждать своим другом, подругой или со своей семьей. Но не могу сказать, что это что-то завершится. Или вот как я только что произнесла, словно завершается один проект и есть начало уже чего-то другого. Давайте посмотрим, чем сердце успокоится. Но это ваша карта, король Пентаклей, по крайней мере, это ваша энергетика. Опять же, неважно, кто меня смотрит, девушки или мужчины. Когда у меня все под контролем, когда я надеюсь сам на себя, когда у меня все просчитано, когда в принципе, у меня есть какая-то прочная база, даже если что-то идет не так, или кубарем там что-то меняется в пространстве, есть у меня какая-то подушка безопасности, и я точно знаю, что я буду делать. Вот это неуязвимая позиция, потому что надеемся сами на себя и видим здраво, что происходит вокруг. Вот как раз эти два момента будут для нас, для всех, очень актуальны. Но вы, мои дорогие девы, молодцы, потому что вы умеете увидеть какую-то реальность. Даже, видимо, в каком-то хаосе сложившемся или в быстро переменчивых событиях, новостях. Тут ведь может быть информационный хаос. Для вас будет какая-то конкретика. Этим сердце и успокаивается. Буквально может быть какой-то
финансовая составляющая может успокоиться, когда я знаю, что у меня, какова бы ни была ситуация, финансы мне позволяют быть где-то спокойным и уверенным в самом себе. Вот у кого-то так может проиграться. Что скрыто от меня? Праздник какой-то. Правда, посмотрите, у вас получится осуществить какой-то проект, даже если вы начинаете, но буквально с нуля. Или быстро что-то поменяли, как вот уже я не повторяюсь, я сказала. И праздник после победы, когда мы этот успех разделим с друзьями. И если вы надумаете со своим близким человеком, другом или супругом, супругой общее дело, бизнес, значит, вы как будто увидите, мои дорогие девы, начав какое-то дело, вы быстро увидите вот те самые результаты, которым часто приходится долго идти. А у вас, видимо, этот процесс будет намного быстрее проходить. И праздник после победы ничто так нас не радует, как раз как удавшийся наш какой-то проект или просчитанная какая-то стратегия, тактика. Победа, по сути дела. И вот этот праздник — это когда мы можем, знаете, себя похвалить за то, что как-то сориентировались правильно или умели увидеть возможности, от чего-то не отказались. Может быть, где-то хватило мужества сделать вот этот выбор. Да, первый шаг, он самый сложный. И только собой можно гордиться, скажем так. Давайте посмотрим, каковы у нас события. Правда, праздник будет, как будто что-то будет радовать, какие-то события, видимо, какова бы ни была обстановка, но для вас больше позитива, значит, есть как какая-то составляющая из сферы ваших личных достижений, амбиций, то, что вам доставляет, приносит радость и победу, но есть еще, видимо, какие-то личные отношения, которые тоже добавляют радости на душе, или, может быть, это какие-то такие искренние, приятные чувства, когда придает нам это вдохновение. Есть еще и какие-то предложения, какое-то продолжение у нас следует. Но есть еще и человек у нас выпадает, королева жезлов, когда может быть для нас очень привлекательным, или мы его рассматриваем, может быть, как партнера, может быть, появление такого человека в жизни. Вполне вероятно, что он может быть рожден под стихией знаков зодиака огня. Это Овен, Лев, Стрелец, или имеет асцендент. Черный кот, который на коленях у королевы, говорит о тех энергиях, что человек, словно магнит, притягивает к себе. С ним хочется дружить, общаться. Ему хочется рассказать что-то о себе, как бы поделиться. И он внимательно будет вас слушать. Но о себе он никогда не расскажет, о своих планах. Это те люди, которые умеют писать 2 и 3 оставлять в уме. С одной стороны, можно где-то применить как совет, и нам надо быть в таких же энергиях, потому что мир очень переменчивый, особенно с середины июля 23 года. Но и, наверное, принимать все за чистую монету определенно не стоит. С нами тоже могут пытаться где-то играть, может быть, манипулировать или продавливать какой-то свой интерес, используя любые методы. Поэтому будьте, как и прозорливы в плане шестого чувства, к интуиции определенно стоит прислушаться, так и в энергиях, находясь королевы жезлов, ну, не ставить себя на второе место, а поставить именно на первое, что и делает королева жезлов. Тогда мы не проиграем какую-то ситуацию, а как раз используем какие-то возможности, потому что по тузу жезлов это чаще как карта шанса, вот как этот самый жезл, который из ниоткуда протягивает сквозь облака нам рука и говорит: возьми. И вот у вас какая-то такая возможность до конца июля точно будет. Тут что-то идет у вас по нарастающей. Поэтому, ну, как будто козыри сейчас, мои дорогие девы, они будут в ваших руках. И для вас, какое бы ни было турбулентное время второй половины июля, но значит вы сумеете для себя как сделать что-то очень хорошо, так и продвинуть какой-то свой проект. И я так могу предположить, личная жизнь вас тоже должна порадовать. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда.